Всем привет, меня зовут Алексей. Я решил попробовать изменить свою жизнь и переехать в Китай. Вы вот сейчас смотрите это видео, хитрые такие. Минут за 5-10, наверное, узнаете, как у меня прошел полет, как прошли мои первые дни в Китае. А я сейчас нахожусь все еще в России, я все еще в Тюмени, в своей любимой квартире. Собираю чемоданы. Вылет у меня через 4 часа. Скоро приедут мои друзья, чтобы отвезти меня в аэропорт. И я без понятия пока, как это все пройдет у меня, как пройдет перелет, как я там освоюсь, смогу ли я там остаться, смогу ли я продлить визу, потому что сейчас я лечу по бизнес-визе, которая у меня действует всего лишь 2 месяца. Но в целом я настроен оптимистично. Я думаю, что у меня все получится, что все будет хорошо. У меня огромная поддержка от моих друзей, от родных. Поэтому пора паковать чемоданы и в путь. Итак, я в Москве, все хорошо. Единственное, что в полете мне не удалось выспаться, а до следующего рейса в Гуанчжоу у меня еще есть 10 часов, поэтому я по прилету сразу взял ближайший отель, недорогой, чтобы хорошенько выспаться, набраться сил, закончить какие-то свои дела, сходить в душ, перекусить и снова в бой. Временное решение. Мне скоро будет рабочее. Вот я и в Китае. Тут меня встретили 2 очаровательные девчонки, одна из которых это моя сестра, благодаря которой я в целом и оказался в Китае. Чуть позже про это подробнее я расскажу. А пока я не понимаю, что происходит, я не понимаю, что я действительно вот прилетел. Фух. Сейчас буду осваиваться, пока хожу, обнимаю пальмы. А сейчас я вам проведу небольшую экскурсию по квартире, в которой я буду жить. Девчонки меня приютили на какое-то время. Пару месяцев, я думаю, поживу с ними, потом сниму уже свою квартиру, если они меня раньше не выгонят. Квартира крутая, классная, сейчас покажу подробнее мою комнату. Это гостиная у нас с таким вот огромным панорамным окном, вид на пальмы, все очень круто, на улице жара, чувствую себя прекрасно, чувствую себя счастливым. Погнали осваиваться. Вот позади меня находится комплекс, в котором мы живем. Сейчас мы зайдем на территорию, немного там прогуляемся. Я вам покажу, как там все... Sorry. Хочу работать.
Немного расскажу о том вообще, куда я приехал. Я нахожусь в городе Гуанчжоу. Гуанчжоу – это один из древнейших городов Китая, ему больше 2000 лет, и он третий по величине, уступает только Пекину и Шанхаю. Население тут 15 миллионов человек. Так, ну, я думаю, что нужно начать с того, почему я вообще решился на переезд в другую страну. Вообще, я очень хорошо жил в России, на самом деле. У меня была прекрасная жизнь. У меня была и своя квартира, и машина, и любимая работа, большая клиентская база. Я занимался видеосъемкой, работал видеографом, работал на себя. И я так в этой зоне комфорта засиделся, я таким мхом покрылся, что я совершенно потерял стимул куда-то развиваться, к чему-то стремиться. Поэтому я решил попробовать изменить свою жизнь, все бросить, переехать в другую страну, попробовать для себя что-то новое. Изначально, на самом деле, я для переезда выбрал Таиланд, но сестра меня убедила попробовать сперва Китай. А у нее опыт жизни был уже и там, поэтому я, естественно, прислушался, попробовал. И, спойлер, я ни разу не пожалел, я очень рад, что выбрал именно Китай. Особенно учитывая, что до Таиланда тут лететь всего 2 часа, а билет на самолет стоит 5-7 тысяч рублей. Можно хоть каждые выходные вообще гонять на отдых, как на дачу. Сегодня я решил выйти на свою первую самостоятельную прогулку по Китаю. Будем идти, куда глаза глядят, не знаю в какую сторону. И еще я хочу попробовать взять в аренду велосипед, потому что так я смогу посетить больше интересных мест. Вот они синие велосипеды. Мне сказали, что я пока могу брать в аренду только синие велосипеды. Так что сейчас попробуем разобраться. Вот этот. Так, сканируем. Так у меня получилось взять самостоятельно велосипед. Я очень рад. Хоть он и очень маленький и неудобный, но я так перемещаюсь намного быстрее, а значит, мы сможем куда больше контента с вами снять, если меня по дороге никто не собьет. Такое вот тут движение на перекрестках. Ё-моё. Еще один светофор. От светофора до светофора. Я вижу, как на соседней крыше сидит какая-то инсталляция человека. Я хочу попытаться сейчас запустить коптер и снять его, если доеду. Дядька, ты куда красный? Почему все на красный едут? Я тоже поеду. Собрались уже зрители. Вроде добрались мы у Камптон Тауэра. Сейчас я запущу коптер, чтобы посмотреть, как выглядит отсюда закат. Каждый раз, когда я запускаю коптер в общественных местах, вокруг меня собирается куча китайцев, чтобы посмотреть, что же я такое делаю. Поснимали чуть-чуть на закате. Сейчас потихоньку начинают включать огни. Ночью Гуанчжоу выглядит совсем по-другому. Еще делюсь хорошими новостями. Мне наконец-то предложили работу. Я очень счастлив. Я буду заниматься своими же съемками. Компания, с которой я списывался еще из России, предложила мне работу. Они будут отдавать мне какие-то заказы на монтаж, на видеосъемку. Всего лишь за 15% комиссию, что я считаю вообще отлично, прекрасно.
Город засыпает, просыпается Алексей с камерой. Точнее, не просыпается, я еще не ложился, потому что захотел сегодня снять рассвет, который должен был быть на 20 минут позже. Я поднялся сюда в 6 утра, уже светло. Опоздал, ничего страшного, в следующий раз встанем еще раньше. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Так-то погодка прекрасная, на самом деле, ветра вообще нет. Ой, надеюсь, все пройдет хорошо, несмотря на то, что сегодня пятница 13. Друзья, экстренное вечернее включение. У меня случилась небольшая неприятность. У меня сломалась моя основная камера. И все бы ничего, если бы это не произошло за 10 часов до моих первых съемок в Китае. Неприятность. Всем доброе утро. А утро сегодня действительно доброе, потому что у меня сегодня первый день съемок, мой первый рабочий день в Китае. Даже несмотря на то, что моя основная камера сломалась, подвела меня в такой неподходящий момент, я думаю, ничего страшного, мы с этим справимся. У меня есть вторая запасная камера старенькая, сегодня будем снимать на нее. До места встречи с заказчиками я решил доехать на велосипеде. Мне этот способ передвижения по городу очень нравится, и тут ехать всего 15 минут, мне повезло, поэтому могу с утречка прокатиться, посмотреть, как просыпается город. Спустя 700 лет. Вообще, ну, про масштабы экономики Китая вы сами... Да ладно, пофиг, давай таксист показывает. Я говорю, Ну вот и завершился мой первый рабочий день в Китае. Я в восторге, честно говоря. Мы поснимали несколько разных фабрик, заводов по изготовлению роботов-пылесосов, Xiaomi и вот это все. Еще мы были на фабрике одежды, качественной, дорогой. И последняя фабрика у нас была фабрика интим-игрушек. Но самое классное, что благодаря этому мы приехали в Шэньчжэнь, куда я очень хотел попасть, поснимать. Тут очень красиво, и сейчас я вам покажу. Stare down with the wild skies, with the sun on my face. If I blink, yeah, the world could pass me by. 你会讲 English 吗？打开。 Удома. Сегодня у меня будет много работы, поэтому покажу вам чуть-чуть бэкстейджа. И все мошенники ринулись в эту тему. 30, даже 40%. Я очень много времени провожу в монтаже, поэтому мне очень важно, чтобы мое рабочее место было клевым, и чтобы мне было там удобно и комфортно. И я решил попробовать, а что если я сделаю рабочее место себе прям в своей крошечной комнатке. Я попробую убрать оттуда шкаф и запихнуть рабочий стол. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас я вам расскажу, как в Китае доставляют посылки. Меня это первое время сильно удивляло. Они как? Они просто оставляют их под дверью. И неважно, сколько ваша посылка стоит. Вот это пришел мой компьютер. И они просто бросили его под дверью. Но самое крутое, что вы действительно можете быть уверены, что вашу посылку никто не возьмет, и неважно, сколько она стоит. В плане безопасности Китая впереди планеты всей. Это действительно очень круто и приятно.
Сегодня у меня съемки на Кантонской ярмарке. Наконец-то до нее добрался. Это самая крупная ярмарка в Китае, проводится 2 раза в год. Естественно, проводится в самом крупном торговом павильоне Китая и вообще в целом в Азии, и 3-м по величине в мире. Тут можно найти абсолютно все, от одежды до памперсов для животных. В ближайшие 3 дня я снимаю здесь Тимура Кулиева. Тимур – основатель клуба миллионеров в России. Тут бесконечные ряды товаров, просто бесконечные. Мы в них нахаживаем по 20 километров в день. Бу-бу-бум. Сейчас я поеду снимать один из самых популярных ночных клубов в Гуанчжоу. Потом покажу результат, что получилось. Swear this ain't what you want. I'll be late for all the functions like a pharaoh when I come. That Patron ain't hit me yet, but it do, I'm turning up. Took a shot before I came. That one shot just ain't enough. Call me, we come 50 deep. I swear this ain't what you Сегодня у меня очень доброе утро, друзья. Помните, у меня сломалась моя основная камера любимая. Так вот, я долго думал, что же делать, как же быть. И все же решил заказать себе новую камеру, о которой я очень давно мечтал. Конечно, это непредвиденные траты, которых мне не очень хотелось, но я все равно счастлив, как-нибудь прорвемся. Вот она, красотка, то, о чем я давно мечтал, A7S III. Сегодня я наконец-то нашел время поснимать для себя. Я приехал на одну из крупнейших автовыставок в мире. Сейчас посмотрим новинки. И в ближайшие полгода у меня в планах есть купить автомобиль в Китае. Поэтому, может, для себя еще что-нибудь присмотрю. This is the future. Evolution. This is the future. Невероятное количество стендов тут. Но, честно говоря, когда ты проходишь все знакомые нам европейские, там, американские марки, типа Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi и все остальное, они не вызывают какого-то вау-эффекта, нет желания дикого подойти, сесть в них, потрогать, пощупать. В отличие от китайских стендов, которые просто взрывают тебе мозг. Непонятно, автомобили эти как будто с другой планеты. Не всегда понятно даже, где у них двери открываются. Я бы очень хотел рассказать вам о каких-нибудь интересных моделях подробнее или показать хотя бы цены, но не поверите, тут все на китайском, и мой уровень китайского пока не позволяет прочесть все эти надписи и таблички, поэтому извините. Я ищу сегодня определенный автомобиль, Аватар 12, который я увидел в интернете. Он вышел буквально там неделю назад. Очень хочется посидеть, он мне очень понравился. Это прям одна из моих целей на будущее. Я нашел его. Только зашел в новую секцию, уже издалека вижу.
Очередное доброе китайское утро, друзья. Сегодня у меня съемки. Снимаем сегодня фабрику по изготовлению и брендированию сувенирной продукции. Снимать будем на примере кепок, что очень круто, потому что люблю кепки, ношу кепки, все носите кепки. Вот, проведем сегодня весь день здесь, снимаем имиджевый ролик для вот компании. На улице прохладно, супер быстро похолодало. Вчера было плюс 29, сегодня уже плюс 12. Находимся мы сейчас в соседнем городе от Гуанчжоу, 120 километров. Приехал вот в 5 утра выехал, в 7 приехал. Погнали, посмотрим, что получится. Сегодня очень здоровский день, и не только потому, что сегодня наконец-то вышло солнце, а еще потому, что сегодня я еду искать себе квартиру, собственную квартиру. Походим с риэлтором, посмотрим разные варианты, что предложат, не знаю. В общем, погнали. Не могу найти вход на территорию, но вроде я правильно приехал. Маленькая квартирка, маленькая квартирка. В общем, мне понравилась одна квартира, очень классная, ремонт новый, все еще в пленочке. Блин, прям очень понравилось. И расположение, и вид из окна на горы, все супер. Но пришла хозяйка и сказала, что не будет мне сдавать, не хочет сдавать иностранцу. Вот, потому что, говорит, не сможет с ним общаться со мной. И, в общем, я сильно расстроен, я уже не знаю, что делать. Я уже хочу больше денег предложить, не знаю, согласиться или нет, но мне очень-очень понравилась эта квартира. Вот так вот проходит мой переезд. Разобрал свое рабочее место, все перевозим. Уже устал все таскать, еще дофига нужно будет перевозить. Там 14 этаж, и я не видел большого лифта, к сожалению, но я думаю, что он должен быть. В общем, все, я на месте, я приехал в свою новую квартиру. Уже успел захламить все, естественно. Пока в квартире холодно очень. Включил кондиционерное тепло, разобрался. Сейчас посмотрим, хватит его или нет. В китайских квартирах в целом очень холодно. Не в сезон, потому что они не отапливаются совсем. И пол ледяной, и все очень холодное. Сейчас посмотрим. Не знаю, хватит кондиционера или нет. Если что, я докуплю какой-нибудь обогреватель. Это нормальная практика. Вот сейчас будем разгребать все вещи, обживаться, наводить порядок, чистоту. Потом пойду в магазин, куплю вещи первой необходимости. Погнали. Somebody blow up the ceiling, 'cause we're back with another one. Can't get enough of this feeling. I can't sit around. Don't you wanna start over? Ну что, ребята, я уже пару дней живу в своей квартире. Я безумно счастлив, она мне очень нравится. Она очень удобная, комфортная, уютная. Здесь есть вообще все, что нужно для комфортной жизни. Мне очень нравится разделение на зоны, что у меня теперь есть отдельно моя рабочая зона комфортная. Вот тут я сижу, монтирую. Отдельно у меня есть спальная зона. Квартира ультрасовременная, вход по отпечатку пальцев, шторы на пульте управления. Унитаз с подогревом и со своим отдельным пультом. Я могу стоять здесь и смывать унитаз. Оно вам может и смешно, а вот мне приятно. И отдельно хочется сказать про вид из окна. Это просто вау. Вид меня сильно подкупил. Есть свой бассейн на 10 этаже, которым можно спокойно пользоваться. Еще и с видом на горы. Ну, в общем, вот так вот. Еще будем обживаться, обустраиваться. Я очень счастлив. Дальше больше. Только что я подал документы на свою очередную Т-визу. Это у меня уже
4 или 5 это временные визы, которые вот мне выдают, пока я оформляю свою компанию, делаю документы для рабочей нормальной визы. И, честно говоря, вот эти временные визы – это каждый раз небольшой стресс, потому что ты приходишь и не знаешь, откажут тебе в этот раз или нет. И как только я вышел, я зашел в ближайший парк, буквально в 50 метрах, и вы посмотрите, как здесь люди кайфуют, как они наслаждаются жизнью, как они чувствуют, как же тут хочется жить. А ведь сегодня даже не выходной день, сегодня обычный четверг, 12 часов дня. Никто никуда не бежит, никто никуда не торопится, не суетится. И в этом весь Китай. Все очень не любят фотографироваться с иностранцами. Если много гуляешь, будь готов каждый час с кем-нибудь фотографироваться. Начинаешь чувствовать себя суперзвездой какой-то. Сейчас проходил мимо товарища в форме и по привычке немного напрягся, потому что я от них привык слышать только «камеру убирай, съемка запрещена». А он мне, знаете что? Он мне улыбнулся, помахал рукой в камеру и сказал, что я супергуда. Да мне в жизни еще не говорил никто, что я супергуда. Когда я ехал в Китай, я думал, что здесь будет очень много народу. Всегда. И днем, и ночью на всех улицах. На самом деле это вообще не так. Выходя погулять здесь где-нибудь в пятницу или в субботу вечером, то есть в самый пик, в какие-нибудь самые популярные места, здесь народу не больше, чем в Тюмени, в центре или на набережной в это же время. Вообще этот ролик должен был выйти намного раньше, и я надеялся, что он получится более насыщенным. Я надеялся, что смогу посетить намного больше интересных мест, рассказать вам больше о Китае, но это постоянная беготня с визами, с документами, плюс у меня еще куча своей работы, и старой, и новой, и не успеваю. Ну, решил уже выпускать какой есть, что отснял. Ну, надеюсь, в следующих роликах смогу рассказать вам больше интересной информации о Китае. Еще бы знать, что рассказывать, честно говоря. Я не совсем понимаю, что людям интересно смотреть. Я бы мог, конечно, походить по магазинам, рассказать и показать цены на одежду, на какие-то другие товары, на технику, на еду. Но, честно говоря, я тут всего пару раз закупался в магазинах, и то самыми обычными товарами, продуктами, потому что тут нет необходимости, тут все покупается на Taobao, заказывается с доставкой на дом, что техника, что одежда, что продукты, это быстро и удобно. Я даже свой компьютер и камеру покупал на Taobao, так что не знаю, есть ли в этом смысл. Могу сказать точно, что здесь все дешевле, еда дешевле, одежда дешевле, машины дешевле, любая техника, при этом еще и выбор больше, и при этом зарплаты намного выше. Мы вот только сидели с друзьями, обсуждали, и за одну съемку я здесь взял в 8 раз больше денег, чем за точно такую же бы взял в Тюмени. Еще один вопрос, который требует отдельного внимания и обсуждения, это проблемы с визами. Как оказалось, приехать в Китай намного проще, чем здесь остаться. Я, например, приехал по бизнес-визе, которую мне дали на 2 месяца. По ней я здесь не могу работать. Чтобы нормально жить, существовать и работать в Китае, нужна рабочая виза, которую, как оказалось, не так уж просто получить. Но самый простой и классный вариант, когда вас уже в Китае ждут. Когда у вас есть компания, которая вас трудоустроит и сделает вам рабочую визу. Тогда вообще нет проблем. Но это не мой вариант. Я хочу заниматься видеосъемкой, хочу работать на себя. Поэтому для себя лично я нашел всего один вариант. Это сразу зарегистрировать свою компанию в Китае. Открыть свою компанию. Это не дешево и не быстро. В общей сложности мне это обошлось в 500 000 рублей. Ради этого я продал свою машину в России. Но в перспективе, если вы действительно собираетесь долго жить в Китае, это все равно выйдет вам дешевле, чем вы постоянно будете пытаться продлить бизнес-визу каждые 2 месяца. Еще из плюсов, когда у вас есть своя компания в Китае, вы сможете при необходимости перевести свою семью по семейной визе. Еще из совсем неочевидных плюсов, как мне сказали, что когда у тебя своя компания в Китае, намного проще получить визу в Америку, куда я тоже однажды хочу попасть, хотя бы ненадолго. В общем, если вы собрались переезжать в Китай на длительный срок, обязательно изучите этот вопрос в первую очередь, проконсультируйтесь с визовыми агентами. Визовые правила и законы эти постоянно меняются. Возможно, и что скорее всего, вы найдете для себя более простой и дешевый способ попасть и остаться в Китае на длительный срок. Я уверен, вариантов много, но заниматься этим нужно еще до переезда. Итак, друзья,
Завтра будет ровно 3 месяца, как я уже живу в Китае. Думаю, можно подвести какие-то промежуточные итоги. Когда я еще только планировал переезжать в Китай, я давал себе полгода. Полгода, чтобы посмотреть, подумать, освоиться и решить, хочу ли я тут оставаться. По факту мне хватило всего 1 месяца, чтобы я точно мог сказать, что я хочу тут остаться, я хочу тут работать и хочу тут строить дальнейшие свои планы. Эта страна точно не для всех, минусов тут полно. Очень ограничен интернет, специфическая еда, совершенно другой менталитет, сложности с языком, отсюда вытекающие сложности вообще с чем угодно, от похода в магазин, больницу до оформления каких-либо документов. Минусов можно найти полно. Но лично я просто влюбился в эту страну. Я чувствую здесь себя на своем месте. Я вот чувствую, что я нахожусь там, где должен находиться. Из плюсов тут, конечно, очень высокий уровень жизни. Тут очень высокие зарплаты, при том, что жизнь куда дешевле, чем в России. Тут дешевле все. Дешевле автомобили, техника, одежда. Насчет еды, правда, не уверен. Местами мне кажется, что у нас что-то подешевле. Идеальная для меня погода. Тут месяцев 7-8, в году плюс 20-25 градусов. Теплая зима, всего 2 месяца длится. Правда, очень жаркое лето. И последнее, но лично для меня прям очень важно, это спокойный ритм жизни. При том, что население 15 миллионов человек в городе, тут никто никуда не бежит, никто никуда не торопится, не спешит. Тут нет этой суеты. Все улыбаются, все счастливые, все хотят тебе всячески помочь. В общем, вот такие лично у меня впечатления сложились о Китае за 3 месяца. Жизни тут может дальше что-то изменится. Возможно, я в чем-то не прав, возможно, я дальше в чем-то разочаруюсь. Но пока я наслаждаюсь каждым днем, я, честно, давно себя таким счастливым не чувствовал. Так что пожелайте мне удачи и спасибо, что посмотрели.